смотрите. Вот это счастье для птиц. Наверное, большое. Ой, не успела. Этой курочки. По многочисленным просьбам я сегодня приехала в курятник раньше, чем положено. Прошло только 2 дня, и только благодаря комментариям под видео, где все очень сильно переживают за амираукана, я приехала их выпустить из вольера. И сейчас пойдем с вами посмотрим, как у них прошли эти 2 дня. Иду вместе с вами, и все будем смотреть так, как есть. Вы все очень сильно переживали, поэтому я приехала раньше. Все нормально. Смотрите, я вам сказала, что эти курочки сидят здесь временно пару дней. Конечно же, я их здесь не оставлю навсегда. И хотя очень многие написали, что это еще и неплохие условия, многие своих кур держат в перепелиных клетках. Вот это страшно. А здесь посидели 2 дня. И прежде чем мне отсюда их выпустить, вы прекрасно понимаете, что в вольере есть петух Фавероль, который будет обижать этих кур. Поэтому петуха Фавероля и курочку... Кстати, вот это сильно мне не хотелось бы делать. Видите? Сидит в гнезде, несет яйцо. Только из-за этого не хотелось бы мне этого делать. Но придется. Курочку Фавероль, петух Фавероль и курочку Маран. Я их... А может, она квочка? Надо понаблюдать за ней. Я их переселю в домик. И так я изначально это и предполагала так сделать. А индюков я оставляю в этом вольере, потому что я точно знаю, что мои индюки кур не обижают. Вот если бы сюда подселять индюков к индюкам новых, это, конечно, нереально. Индюки друг друга, конечно, бы били. А вот курочек индюки не трогают. Ну что, открываю. Петуха Фавероля еще не переселила, но мне интересно посмотреть, как это все будет происходить и как он будет на них реагировать. Может быть, он их трогать не будет, он их старше, а это очень молодые куры. Им через пару дней будет 7 месяцев. Это амираукана. Пенек этот, конечно, я сейчас уберу. Давайте я сразу уберу его. Вот так. Все, пенек будет стоять здесь. Он будет служить индюкам ночлегом, насестом. А курочки пусть выходят. Фактически я сегодня приехала раньше ради этих цыплят. Ради этих курочек амираукана. И я так изначально планировала, что они будут жить в этом вольере с индюками. А реакцию Фавероля и курочки Маран мы сейчас увидим. Впервые в жизни выходят на улицу.
Погода в ближайшее время будет теплая, без дождя, поэтому я это делаю смело. Потому что птица, которая всю зиму сидела в тепле, постепенно должна привыкать к погодным условиям. К перемене погоды, изменению температуры и тем более к дождю. Первое солнышко, прямые солнечные лучи. Пока все хорошо, но курочка Маран что-то заподозрила. Вот так. Начинается. Будешь биться, пойдешь в домик. Но изначально я так и планировала. Марана и фаверолей переселить в домик. Боятся индюков. Но они привыкнут. Это ничего страшного. Главное, чтобы индюки их не трогали. Но мои индюки проверенные, потому что они и с цыплятами жили, и с курочками, и никогда никого не обижали. Вольер большой. Кому не нравится, кто сильно будет бояться, спрячется в курятник. И вот именно поэтому я отсаживала на несколько дней в этом вольере этих цыплят, чтобы они знали, где они могут укрыться от опасности, куда они могут сразу бежать, если им что-то не нравится. Если они чего-то испугаются, они бегут сразу куда? К себе в вольер, потому что они уже знают, что это их дом. Именно поэтому я так всегда кур переселяю в новое помещение. Пару дней они сидят закрытые, а потом выпускаю. Так я делаю всегда. Собирают, знаете что? Кормовую ракушку. Жалко, что сегодня я не могу остаться до вечера, посмотреть, как они зайдут на насест. Ну, я думаю, что все будет нормально. Во втором вольере кино. Интересно смотреть на новых курочек. Есть чем заняться сегодня. Идите яйца несите. Сейчас пойду за корзиной, буду смотреть, что вы нанесли за 2 дня. И как раз на Пасху будут красивые, уже покрашенные в красивый цвет яйца. Пока наблюдаю за мерауканами, чтобы их здесь не обижали. И сегодня у меня день наполнения бункерных кормушек. Потому что если я сегодня приехала раньше, чем положено, то в следующий раз мне надо, чтобы был запас зерносмеси в бункерных кормушках. На более длительный период. А вот это, скорее всего, ко мне попала бентамка, помесь с мерауканом. Потому что эта птичка несет голубое яйцо, а по размеру она бентамка. Ну, и я этому очень рада, потому что это самые лучшие бочки. Бентамки садятся на яйца по 3 раза за лето. И высиживают как раз такое количество цыплят, которое нам для любого хозяйства надо. Сидит, все яйца под себя подгребла.
Может быть, это квочка. Надо ее проверить. Пока трогать не буду. Если встанет с яиц через несколько минут, то значит просто несет яйцо. Нет, она встала с гнезда. Она несется. Значит, вот это ее яйца. Смотрите, какие огромные фавероля яйца. Она несется. А это 2 индюшиных яйца. И сразу заберу. Заберу, пока их тут не раздавили лапами. Все, забираю. А эти 3 оставляю, которые я уже оставляю на протяжении недели. Все, эти пусть лежат. Петушок и курочка в домике. И сюда курочку Марана. Для фавероли поставлю здесь ящик, гнездо. Здесь у меня сидит еще молодой петушок. Запасной, скажем так. Но пока что все нормально. Привыкнут. У меня другого места нет. Если что, убежит. А петушка, который сидит с бройлерами, пока выпускать не буду. Потому что он лидер. И пока что он пусть посидит отдельно. Для того, чтобы вот эти курочки с этими петушками освоились в этом вольере. А потом, немножко позже, выпущу и его. И чтобы птица, которую только переселили, почувствовала себя в безопасности, что надо сделать? Надо сделать так, чтобы ей понравилось в этом помещении. Поэтому надо дать что-то вкусненькое. А сейчас у нас в данном случае это трава. И это будет для них и лакомство, и для того, чтобы они поняли, что здесь им будет хорошо. Индюки их совершенно не трогают, но они их боятся. Слышали, кто это кукарекает? Это петушок Фризли. Начинает кукарекать. Молодец. Научится. Курочки несутся. Я еще им оставляла ящик для гнезда, потому что с яйцесборником им маловато этого гнезда, потому что они несутся по 3 сразу вместе, поэтому в это гнездо они бы втроем не влезли, поэтому я оставила еще и ящик. И, кстати, в гнезде с яйцесборником сейчас тоже сидит курочка. И в ящике сидит курочка.
посмотрите, какая красота. Цветет черешня. А запах какой здесь. Пчелки трудятся. Пахнет. Духами пахнет. Снесла яйцо, молодец. Ага, есть, смотрите. Яйцо. Молодец. Молодец. Иди. Яйцо. Есть. В курятнике должно быть чисто. Поэтому по состоянию подстилки я понимаю, что нужно ее убирать. А летом это делать нужно еще чаще. Это и профилактика паразитов, тех самых клещей, которых мы потом не можем вывести из курятника. Это свежий воздух и здоровая птица. Потому что когда старая подстилка выделяет неприятный запах, это не просто запах, а это еще очень влияет на здоровье птицы. А соответственно на яйценоскость, на то, сколько яиц несет эта курочка, которая живет в помещении, где очень сильно выделяют помет едкие вещества. А так как летом температура воздуха повышенная, этот процесс идет еще быстрее. Поэтому убирать в курятнике с наступлением теплых дней нужно все чаще и чаще. Вот такая вот куча у меня получилась. И так как у меня еще огород, трактор не пахал, поэтому это все везу в огород под перепашку трактором. И эта подстилка еще принесет пользу уже в этом году.
Не успела. Называется картина «Не успела». Все, видите? Какая-то курочка, ну, никак не хочет идти в гнездо. Здесь сейчас будет яйцо. Старенькая курочка. Вот оно, сейчас будет. Наверное, большое. Ой, видите? Вот вам и старая курица. Это сразу, смотрите, какое яйцо. И хорошо, что я его сейчас и заберу. Оно с мягкой скорлупой, а с одной стороны оно практически не сформировало скорлупу. Вот у старых кур бывают вот такие уже аномалии. Это уже проблемы с яйцеводом. Очень жалко. И еще такое может происходить, когда курочка очень хорошо несется, несет много яиц, и у нее не успевает пополняться питательные вещества, и она очень много тратит, расходует всех питательных веществ на формирование яйца. И это, скорее всего, у меня очень активная несушка была. Чистая вода. Пьем чистую воду. Чистая вода. Чистая вода. Принесла воду в этот вольер, а здесь все в гнездах. Все несутся. Все гнезда заняты. Петух всегда ждет курицу, которая снесла яйцо. Чистая вода индюкам.
и амироуканом. И это я принесла воду во все вольеры по одному ведру. А теперь нужно принести по второму ведру во все вольеры. А в первый вольер 3 ведра. И с каждым днем надо все больше, потому что уже жарко и жарко становится. Поэтому оставлять надо много воды. Заняли весь вольер и покоряют 3-й вольер. Добавила кормовую ракушку, потому что им сейчас очень надо много ее. А кормовую ракушку индюки хорошо кушают, потому что они сейчас несутся. И хорошая яйценоскость у амироукана. Они сейчас как раз разносятся, им тоже нужна кормовая ракушка для формирования яйца. И от своего домика никуда не отходят. Немножко подождала, чтобы курочки снеслись, чтобы я сегодня не зря приезжала, чтобы какие-то хотя бы яйца забрать. Потому что дней было всего лишь 2. Ну и так и получилось, пока я воду набрала, пока я курятник почистила. Думаю, что что-то еще не добавили. В курятнике чисто, сухо, очень приятный запах. В корзине у меня 4 яйца, которые я забрала, когда приехала с 3-го вольера. Это 2 яйца индюшиных и 2 яйца фавероля, курочки. И сейчас смотрите, фавероль несет практически такого размера, как индюшиное яйцо. Так, яиц за 2 дня буду собирать сегодня. Вот столько. Ну и сегодняшний день. Сегодняшний день тоже половину дня можно уже считать. И я таки хотела, чтобы не зря приезжала сегодня. Тем более, что это яйца будут к Пасхе. Быстро собираю. Огромное, посмотрите, какое огромное яйцо. И, естественно, оно деформированное. Скорлупа деформированная за счет того, что оно большое. И это очень трудно снести его было курочке. И вот такое же самое яйцо. Это одна и та же курица несется. И я даже не исключаю, что это делает вот эта курочка, которой уже очень много лет. И, как правило, вот такие вот деформации на яйцах идут уже у старых кур. И чем старше курица, тем крупнее вот такое яйцо она несет. Но не всегда это правильно. Когда-то считалось, что размер яйца зависит от того, насколько хорошо покормлены куры. Говорили раньше, сколько покормишь, такое будет и яйцо.
Вижу, что не зря сегодня приехала. И как раз получаю яйца на Пасху. Вот яйцо ударилось. Ой, а это прокатилось по перьям. Смотрите, красивое такое, пушистое получилось. Когда курочка несет яйцо, оно влажное, оно мокрое. И оно прокатывается по перьям в гнезде. И вот так вот все красиво получается. И, кстати, смотрю, перья в гнезде – это признак того, что скоро будет квочка. Это какая-то курочка вынеслась и уже начинает линять. И, соответственно, перестанет нестись. И вот такие тоже, смотрите, видите, на яйце скопление кальция. Вот видите, такие вот как кальциевые такие пятна. Это тоже один из признаков того, что идет неправильное распределение питательных веществ. Переизбыток. Даже такое может быть. Еще одно. И вот еще ударилось яйцо. И здесь еще есть. Но здесь удобнее так забрать. Вот так. Заберу. Петушок помесный с моей чубатой курочкой и петухом Мараном. И, кстати, сегодня мне надо наполнить бункерные кормушки. Давайте посмотрим. Вот так. Вот так. Давно я не наполняла их. Но здесь еще есть. И уличная бункерная кормушка. Тоже сегодня надо наполнить. В гнездах навести порядок надо сегодня обязательно. Покажу вам. Вот так вот выглядят гнезда. И сверху. Сверху. Ой, смотрите. А что это за яйца цесарки? Точно такая форма, как у цесарки. Смотрите. Кругленькая, с острым носиком. Кто это у меня такие несет яйца, я даже не знаю. Еще два. Наверное, Ломан Сэнди. Видела, она выходила с этого гнезда. Все. И смотрите, сколько здесь пуха. Сколько здесь перьев. Все в первом вольере собрала. Ровно сейчас разложу. Вот так. Все. И идемте посмотрим в третьем вольере яйца Амераукана. Ну, показывайте ваши яйца. Так, смотрите. Разлеглись по всему вольеру. Иду
наверное, корзину оставлю здесь. Надеюсь, что никто сюда не прыгнет. И аккуратно, потихоньку, чтобы их не спугнуть. Выходите, выходите на улицу. Давайте я вас на улицу проведу. Давайте. Ой, смотрите сколько. Смотрите, какая красота. Прекрасно они здесь устроились, а вы переживали. Давайте выйдем на улицу, давайте. Давайте, выходите, немножко погуляйте. Немножко погуляйте. Выходи, не бойся. Немножко погуляйте на солнышке. А я заберу пока яйца. Красота. И не надо было переживать. Я же вам говорила, что это на несколько дней. Класс, смотрите. 3, 4, 5, 6. Забираю в карман пока. А потом переложу в корзину. 6. И вот это горячее одно. Это, наверное, только что снесла курочка. Поставила я им еще вот такую корзину, когда уезжала, потому что все-таки этого гнезда мало. Эти курочки, я видела, по 3 сидят в гнезде. И здесь, смотрите, есть. И в этом есть одно. Да, больше нет. Это пластиковое яйцо. Одно яйцо. Я наблюдала за этими курочками, когда они жили у меня в другом месте. Они в ящике сидели по 3, по 4 курочки сразу. А в это гнездо так не получится. Поэтому я, когда уезжала, я уже вам не показала, не успевала показать. Я поставила вот такой ящик. И прекрасно, видите? Не исключаю, что они тоже сюда будут нести яйца. В этот ящик, где будут нестись индюшки. Потому что уже даже не против здесь и посидеть. Выкладываю из кармана. Неплохо. За 2 дня получается 7 яиц. 4, 5, 6. 7 яиц. И какие-то сегодня уже могли, конечно, снести. Но это тоже результат и неплохой. При том, что птица была переселена и получила стресс. То есть можно сказать, что американо стрессоустойчивые куры. Гуляют уже по всему вольеру. А здесь купаются на солнышке. Адлер делает прическу петуху. Песок. Купаются в песке. Так куры борются с паразитами. С пироедами, клещами. Но не забывайте, что нужно делать профилактику. Профилактику и в гнездах, на насестах, и в курятнике. Попалась мне бентамочка. Вернее, помесь с бентамкой. Ну и хорошо, будет мне высиживать цыплят. И иду во второй вольер. Прохладненько.
Очень приятно находиться в курятнике, когда здесь прохладно. Начинать буду с первого гнезда. Выбирать у меня нет времени сегодня. Смотрите. Смотрите, какая красота. Все чистые, красивые яйца. Смотрите. Класс, да? Смотрите, какой цвет. Красивенный цвет. И яйца Амираукана. Посмотрите, какой красивый цвет яйца на контрасте с другими цветами яиц. Давай. Буду забирать у тебя. Ждала я, ждала, чтобы они все снеслись и забрать яйца, но ждать так долго не могу. Что, давать тебе яйцо? Все я забрала под тобой. Все забрала. Вот это дам, которая не сильно прокрашенная. На, забирай. Вот так работает инстинкт у птицы. Насиживание яиц. Все яйца курочка забирает. Дальше будем смотреть, что тут тоже сидит. Красивая, смотрите, какая курочка. Так, спугнули. Не будешь сидеть? Я забираю яйца. Вот тут. Тут 5 яиц. Ломан Сэнди, кремовые яйца. И зеленые Чубатого доминанта. Вот этой курочки. Ты снесла уже? Вот оно, да? Молодец. Дальше. Красота. Надо немножко ускоряться, потому что я в курятник приезжаю на несколько часов. И мне надо ехать домой. Меня спрашивают, куда вы спешите все время. Это у меня дача. Здесь я не живу. Так, а ну-ка покажи. Смотрите, какая красота. Всех кур распугала из гнезд. Одну, вторую. Давай я заберу, а потом будешь сидеть, если захочешь. Еще 2. Все. Все яйца собраны. Здесь оставила одно яйцо, потому что сидит курица. И сверху посмотрю. Есть. Здесь 3. Все, нет. И тут нет. Все. Яйца собрала. Прекрасно. Хоть я и приехала сегодня раньше, но вижу, что не зря. Красота. Пошла в гнездо. Сейчас еще будет яйцо.
И осталось посмотреть здесь яйца собрать. Помесная курочка с амирауканом и моей обычной курицей. Получается вот такая вот отличная курочка-несушка. Шелковый петушок. Курочка фризли. Когда будет яйцо, не знаю, ждем. Со дня на день яйца. И петушок вот такой красивый фризли. Уже кукарекать начинает. Посмотрим. Посмотрим, что у нас тут. Сидит курочка. Ты несешься? Или ты квочка? Как бы мне хотелось, чтобы ты была квочка. Я бы тебе купила таких же яиц, как ты. Белых шелковых кур. Очень хочу, чтобы она мне высидела беленьких шелковых курочек. Как только она заквокчет, сразу получит 10 яиц. А ну-ка покажи. Покажи, что там у тебя. Что у тебя? Есть яйцо. Так, яйцо. И смотрите. Вот на яйце какие-то... На яйце, видите, наплыв. Наплыв скорлупы. Это может означать, что яйцо последнее. И не исключаю, что курочка может начать квактать. Но я это яйцо ей оставлю. И оставлю я ей яйцо именно для того, чтобы она на нем рассиживалась. И надеюсь, что если придет моя кошка Маруся, квочки так просто яйца свои не отдают. И если она действительно рассиживается на квочку, то это будет очень-очень хорошо. Смотрите, что я обнаружила. 2 яйца. Огромных 2 яйца. Моя Маруся не добралась сюда. Вот это да. Класс. Это снесла моя большая курочка помесная. И я, кстати, в следующий раз уже буду накрывать этот вольер сеткой. Сетка уже есть. Сегодня просто я не успеваю это сделать. Надо ехать домой. Уже забрала яйцо. Смотрите. Может, это квочка точно? Было бы очень хорошо. Яйцо уже спрятала под себя. Вот она, вот она. Это 2 яйца этой курочки. Два дня, 2 яйца. И вы знаете, в этом вольере никто не дерется. Все отлично. Даже этот петушок уже работает полным ходом с фаверолью. И яйцо фавероли будет уже вот с таким красивым чубчиком. И фаверолю тут понравилось тоже. Нашел тенечек, лег. Никаких драк здесь не было. Я такое встречаю впервые. Полупрофессионал. Это первые курочки, которые с ним вместе рядом живут.
Гнезда чистые. Все убрала. Песок вымела, мусор убрала. Все чистенько. Вот это самое настоящее золото. Вот, смотрите, какая красивая кукуруза. Очень красивая обработка. Кочана практически нет, только одни зерна. Посмотрите, обратите внимание. И я думаю, тот, кто покупает своим курочкам зерно, тот понимает, о чем я говорю, когда покупаешь кукурузу, а там наполовину смолотые кочаны кукурузные, а не зерно. А здесь, посмотрите, одно зерно. И причем отвеяна вся мука. И смотрите, пыли вообще нет. Вообще нету пыли. Это очень хорошее качество кукурузы, когда носовые проходы курочки не забиваются этой пылью, этой мукой кукурузной. Вот это счастье для птицы, да? Ходить по зерну лапами. Сегодня насыпаю бункерные кормушки. И эти бункерные кормушки выручают меня при таком содержании кур на даче, когда куры содержатся сами. Моих кур кормят бункерные кормушки. Сегодня насыпаю, и уже несколько моих следующих приездов я даже не буду отвлекаться на эти моменты. Это экономится время, я могу в это время заниматься чем-то другим, а в бункерной кормушке есть все необходимое для кур. Это их еда. Пшеница, кукуруза и еще семечки подсолнуха. Приношу сюда зерно отдельно, а потом в бункере здесь размешиваю. Так очень удобно. Все, мои курочки накормлены ближайшие 2 недели.
Эти бункерные кормушки мы делали сами. Кому интересно, можете посмотреть. У меня есть видео, как мы делали эти кормушки. Они есть 3 видов. Двухсторонняя, пристенная, механическая бункерная кормушка от воробьев и перелетных птиц, которые приносят в курятник инфекции. У меня тоже есть видео, как мы делали эту кормушку. И, кстати, эта кормушка для зимы у меня в стадии покоя. Объясню почему. Потому что падает снег, налипание на платформу, и лучше, чтобы эти кормушки зимой отдыхали. Будет у меня время, проведу санитарную обработку этих кормушек, покрашу их, обработаю механизм, заполню зерносмесью, и летом эти кормушки возобновят свою работу. Это отличная кормушка от воробьев, от пернатых, которые прилетают к нам в курятники и приносят инфекции. А на зимний период эти кормушки у меня отдыхают. И 4-й вид кормушки, которую мы сделали тоже сами, это вот такая кормушка, бункерная кормушка для ракушки, кормовой ракушки. Но когда у меня есть цыплята, я ее использую для цыплят. Она очень тоже удобная. А вот это, кстати, пристенная бункерная кормушка, которая, когда находится возле стены, она меньше занимает места. Она очень хорошая для курятников, где немного места. Она экономит пространство в курятнике. А на улице, когда много места, конечно, очень хорошо себя зарекомендовала. Вот такая двухсторонняя. Курочки могут с 2 сторон подходить и кушать, кому где нравится. Ну вот и все. Вот такая вот поездка у меня сегодня была на дачу. Практически все сделала, что запланировала. Ну а в следующий раз у меня уже есть задание. Надо будет кое-что сделать. Я же им хлеб замочила. Обнаружила, что не дала. И такое бывает. Забыла. Но ничего, сейчас будете кушать. Идемте. Мне же надо вознаграждение вам дать. За вкусные яйца. Это хлеб, размоченный в холодной воде. Нате, нате. Кушайте, кушайте. Ну, а теперь уже все. Можно ехать домой.